В начале года мировые космические сообщества «Взоры» снова обратятся к Луне. По данным Reuters, Москва заявила о планах возвести на спутнике Земли атомную электростанцию в ближайшее десятилетие. Проект рассчитан на обеспечение энергией не только национальной лунной программы, но и совместной российско-китайской исследовательской станции. Это заявление стало логическим продолжением нарастающего тренда глобального освоения Луны. От экспедиций и кратковременных миссий к устойчивому присутствию и межгосударственным научным базам. Луна – уникальная космическая платформа с характерной энергетической средой. По сути, на ее поверхности наблюдается двухнедельная ночь, во время которой солнечные панели не работают, температура падает до экстремальных значений, а пыль и микрометеоритная пыль создают дополнительные проблемы для оборудования. Именно поэтому автономная непрерывная энергия становится стратегической необходимостью для проведения долгосрочных миссий и поддержания работающих лабораторий, луноходов и орбитальных поверхностных инфраструктур. Атомная электростанция обеспечит стабильное и непрерывное питание луноходов, лабораторий и обсерваторий, независимо от освещения или погодных условий, цитируют представители Российского космического ведомства. В условиях длительных экспедиций и потенциальной международной лунной исследовательской станции автономная энергия может стать главным фактором, позволяющим сохранять научную активность круглосуточно и круглогодично. Компактный ядерный источник энергии обещает не зависеть от солнечной активности и атмосферных факторов, что существенно расширяет режимы и продолжительность экспериментов. Ключевой элемент проекта – компактная ядерная энергетическая установка, рассчитанная на работу в суровых условиях лунной поверхности. По описанию проекта, станция должна питать роботизированные луноходы, научные лаборатории и инфраструктуру международной базы с Китаем. Важная деталь. Объект не называют реактором. Речь идет о энергетическом источнике, предназначенном для автономной бесперебойной выработки энергии, а не о реакторной установке с открытой циркуляцией реактивных процессов. Это направление подчеркивает намерение минимизировать риски радиационной безопасности и предотвратить любые военные или оружейные ассоциации. Участники проекта – Ассоциация Лавочкина, российская компания с опытом разработки межпланетных аппаратов, Росатом и Курчатовский институт. Глава Роскосмоса. Дмитрий Баканов отмечает, что лунная АЭС станет частью более широкой стратегии освоения дальнего космоса и подготовки к будущим миссиям на Венеру. По словам чиновников, этот проект требует смелости, масштабного мышления и инженерного гения. В контексте мировой космической политики исследования Луны рассматриваются как этап подготовки к дальнейшему освоению космоса, включая дальние миссии и создание устойчивой научной базы вне Земли. Интерес к Луне усилился после обнаружения водяного льда на ее поверхности в 2009 году. Ведущие державы мира – США, Китай, Индия, Япония и ряд европейских стран – активизировали программы пилотируемых и роботизированных миссий, а также изучение ресурсов Луны, например, гелий-3 и редкоземельные элементы, потенциально ценные для энергетики и технологий. В этом контексте Россия позиционирует свой проект как вклад в совместную инфраструктуру дальнего космоса, а не как локальную экспериментальную инициативу. По признанию российских специалистов, лунная станция может стать катализатором международного сотрудничества и средствами защиты научной деятельности от географических и временных факторов. Луна – не только объект науки, но и стратегический плацдарм для освоения дальнего космоса.
подчеркивают в Москве. В контексте текущих усилий упор делается не только на технологическую реализацию, но и на дипломатическую и промышленную кооперацию. Российская программа подчеркивает достижения в посадке и эксплуатации во время прошлых проектов, включая Венеру, что демонстрирует технологическую компетентность страны и ее способность реализовывать сложные инженерные задачи в условиях космоса. Смысловые акценты истории. Этап планирования завершается, и основной упор на реальное внедрение проекта. По замыслу, после запуска лунная АЭС сможет обеспечить круглосуточное энергоснабжение и создать устойчивую основу для постоянного научного присутствия на Луне. По мере развития программы планируется расширение миссий и постепенная интеграция международного сотрудничества, включая усилия по созданию совместной международной лунной станции. В рамках стратегии важно не только техническое исполнение, но и соблюдение международного права и стандартов безопасности. Хотя речь идет о источнике энергии, а не о вооруженных системах, международное космическое право накладывает требования к безопасности, ненасильственности и контролю рисков. В тексте проекта подчеркнуто, что России будут соблюдаться принципы безопасности и прозрачности, чтобы предотвратить любые угрозы для Земли и экипажей на Луне. Вопросы лицензирования, контроля за радиоактивностью, таможенного и экологического контроля станут предметом детального межгосударственного регулирования и многоступенчатых аудитов. В контексте глобального освоения Луны подобные проекты требуют тесного международного сотрудничества, прозрачности и ответственности, чтобы не провоцировать геополитическую конкуренцию и не ставить под угрозу будущее науки и экосистем Луны. Технологические. Создание компактного ядерного энергопоставщика, устойчивого к радиации, экстремальным температурам и пыли – это большой инженерный вызов. Вопросы охлаждения, теплопередачи, защиты от коррозии и долговременной устойчивости материалов должны решаться на стадии прототипирования и тестирования в иных условиях. Экологические и санитарно-гигиенические. Работа на Луне требует строгого контроля за радиацией, безопасностью выбросов и предотвращением загрязнения лунной среды. Правовые. Разработка правовой основы для эксплуатации энергетических систем на Луне, вопросы ответственности за аварийные ситуации, утилизацию и вывод из эксплуатации. Геополитические. Усиление сотрудничества с Китаем может вызвать вопросы у других стран-партнеров и конкурентов на фоне существующих стратегических интересов в космосе. Социально-экономические. Крупные бюджеты, научные приоритеты и риски, связанные с задержками или перерасходами, могут повлиять на общественное восприятие АБА и политическую поддержку. Если проект реализуется успешно, он может стать прорывом не только в космической области, но и в смежных секторах. Энергетика, материаловедение, робототехника, системная инженерия и телекоммуникации. Технологии, разработанные для лунной АЭС, могут принести продукты и решения на Землю в энергетическом секторе, автономном управлении инфраструктурой и в условиях экстремальных климатических условий. Для научного сообщества это создает новые горизонты для длительных геофизических наблюдений, астрофизических экспериментов и исследования ресурсов Луны. Позитивный сценарий включает расширение сотрудничества не только между Россией и Китаем, но и с другими странами и организациями, заинтересованными в длительных лунных миссиях. Совместные проекты, обмен данными, совместная инфраструктура, все это может стать основой новой эпохи доверия и китайско-российского взаимодействия в космосе. В то же время на глобальном уровне возможны дебаты о доле участия, распределении технологических преимуществ и контроле над ресурсами Луны.
Успешная реализация проекта потребует ясной концепции владения данными, безопасной эксплуатации и прозрачной координации между учеными, инженерами, политиками и общественностью. Эта инициатива не ограничивается только энергией на Луне. Она призвана стать мостом к более глубокому присутствию человечества в дальнем космосе, к устойчивым станциям на Луне и к новым формам международного сотрудничества в науке и технике. В рамках долгосрочной стратегии возможны аналогии с будущими миссиями к Венере и даже к другим планетам, где автономные источники энергии будут критически важны для обеспечения постоянной научной активности. Если верить заявлению российских официальных лиц и анализу экспертов, план возведения атомной электростанции на Луне – это амбициозный, но реалистичный шаг в направлении устойчивого присутствия человечества на спутнике Земли. Он объединяет научно-исследовательские цели с инженерной смелостью, демонстрирует способность страны реализовывать крупномасштабные проекты и способен задать новый ориентир для международного космического сотрудничества. В условиях, когда будущее дальнего космоса все чаще определяется не только возможностями технологий, но и умением договариваться между странами, такой проект становится важным лабораторным полигоном для испытания подходов к безопасной и ответственной эксплуатации энергии за пределами Земли. И независимо от того, как сложится путь к Венере, к устойчивой лунной базе или к новым формам глобального партнерства, одно остается ясным. Энергия на Луне может стать ключевой,